Сегодня у нас очень интересное видео. Хотел бы провести вместе с вами эксперимент и посмотреть, какие материалы, как себя ведут с разными химическими загрязнениями, механическим воздействием. Понагреваем, поцарапаем. Ничего не видно, блин. Привет, друзья! Петр Агарышев, компания Петробетон с вами. Сегодня у нас очень интересное видео. Я хотел бы провести вместе с вами эксперимент и посмотреть, какие материалы, как себя ведут с разными химическими загрязнениями, механическим воздействием. Материалы те, которые могут быть использованы на кухню и ванную комнату, конечно. Цель этого видео не продать вам что-то, наш бетон и так продается, а скорее принести пользу, потому что все мы сталкиваемся с этим выбором, какой материал выбрать для столешницы или для ванной комнаты, для раковины. И может быть, кто-то поймет, что бетон ему вообще не подходит, например, а подходит другой материал. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Смотрите, это натуральный гранит. Мы взяли его там, где делают памятники. Это кварцевый агломерат. Другими словами, это кварцевый песок, залитый смолой полиэфирной или эпоксидной. Это натуральный мрамор, койлга мрамор, очень красивый, настоящий кусок. Это искусственный камень или по-другому акрил. Пластик. Это ЛДСП, который применяется именно для столешниц. Самый дешевый материал. И тоже интересно посмотреть, что с ним будет происходить. Значит, это 4 вида бетона. Что здесь у нас? Бетон терраса, покрытый лаком. Бетон просто цветной, покрытый лаком. Значит, бетон с пропиткой. И еще один, это сверхновая технология, наша разработка. Будем смотреть, как она себя поведет. И нержавеющая сталь, 304 марка. Как раз та, которая используется в ванную комнату, на кухню, вернее, на кухню чаще всего, да. И много загрязнителей. По ходу их нанесения вы будете видеть, что это такое. Мы здесь попытались собрать все, что в голову придет, и учитывая пожелания от предыдущих видео подобных. Понагреваем, поцарапаем, вместе с вами, в общем, посмотрим. Давайте, поехали. Друзья, значит, смотрите, первым делом мы сейчас нанесем все, что у нас есть, нанесем на каждый образец и сделаем экспозицию, 20 минут подождем, чтобы посмотреть, что с чем произойдет. Вот. И я сразу скажу, что в поддержку объективности этого теста здесь будет происходить полная жесть, бетон будет пачкаться и не оттираться, там мрамор тоже портиться будет, в общем, все будет по-честному. Поехали, давайте будем наносить. Все, мы здесь все нанесли. Засекаем, значит, таймер наш. 20 минут. Ну, у нас больше где-то прошло. И будем ждать, пока пройдет время, чтобы... Да. Еще справедливости ради надо здесь сказать, что вот бетон, он у нас покрыт лаком, гидрофобизатором. Какой-то образец лаком, какой-то гидрофобизатором. А натуральный камень, он голый. И можно здесь скидку сделать, потому что, ну, голый мрамор, он вообще не защищен, он все будет в себя впитывать. Гранит, конечно, поплотнее сама по себе порода, поэтому он будет более стойкий. Еще раз скажу, вот гранит и мрамор – это натуральный камень, взят из недр земли, отрезан, отполирован, все. А все остальное это искусственное, а это вообще синтетика. Кварцевый агломерат, искусственный камень. Нержавеющая сталь, это у нас получается тоже практически природный материал. Кстати, я на нее ставлю ставки, что с точки зрения эксплуатации будет самый крутой материал, это нержавейка. Вот. Ну еще может быть кварцевый агломерат, сейчас посмотрим.
Так, ну что, друзья, 20 минут прошло, давайте будем убирать и смотреть. Уже, в принципе, видно, какие необратимые последствия здесь. Давайте продолжим наш эксперимент. Ну вот, в общем, мы оттерли, просто убрали все загрязнения влажной тряпочкой. И что мы можем здесь видеть, это то, что не существует универсального материала, суперстойкого, супер идеального. Разве что нержавейка, она вообще никакой химии не подвластна. Сейчас мы все эти материалы еще вытрем ацетоном. Попытаемся по максимуму удалить все загрязнения, все пятна. Вот. Но удивительно, что уксусная кислота, например, пластик тоже разъедает. Я думал, что и кварцевый агломерат, и искусственный камень будет нормально с ней. Вот. И что еще мы видим, что и зеленка, и йод тоже въедаются нормально в пластик. Вот. Какой бы он там ни был плотный. Вот. Посмотрим, удалится или нет ацетоном еще. Моющими средствами не будем, потому что это такая промежуточная, так скажем, полумера. А вот ацетон, он, все, что можно будет оттереть, он оттрет. Попытались удалить все остальное со всех материалов. Что мы видим? То, что простые загрязнения, такие как кетчуп, майонез, масло или зубная паста, лосьон, они в принципе не страшны практически ни для какого материала. Ну, за исключением, может быть, ничем не покрытого мрамора или ничем не покрытого бетона, может быть, да. Вот. А такие вещи, как уксус, 70% концентрированная кислота уксусная, или зеленка, йод, в некоторых случаях перманентные маркеры, они не удаляются и, в общем, остаются даже на супер, казалось бы, классных материалах, таких как кварцевый агломерат. Вот я думал, что он вообще будет хорошо себя зарекомендует, а он, в общем-то, пачкается и не оттирается. Ну, опять же, исключение нержавеющая сталь. Получается самый идеальный материал для ванной комнаты и кухни. Давайте теперь попробуем проверить механическую стойкость всех этих материалов. Для этого у нас здесь есть 5-рублевая монетка, как эталон, так скажем, ложка обычная нержавеющая и канцелярский нож. Но здесь что важно понимать, что это 5-рублевая монетка, это мягкий металл, нержавеющая сталь, ну тут всем понятно все, и канцелярский нож это очень твердый металл, который, в общем-то, тверже, чем столовый нож среднестатистический, так скажем. Вот. Давайте с самого лайтового. Я не хочу доказывать, что что-то лучше, что-то хуже, где-то я сильнее или слабее давил. Я буду одинаково давить. Давайте то же самое проделаем с ложкой. Я могу сказать сразу гарантированно, что самый твердый материал это гранит будет. Ну вот самый твердый из всего, что здесь представлено. Это очень плотный, потому что порода. Нержавеющая сталь у нас тверже, чем монетка, поэтому царапины глубже. А где-то они появились, где их не было от монетки. Ну и на финал, на десерт, канцелярский нож. Это высоколегированная сталь. Она, конечно, будет царапать сильнее всего. А может и нет. Ой, прям хрустит.
теперь попробуем стеклом. Кстати сказать, стекло, наверное, еще тверже, как материал. Единственное, что снизу тут не остро, а окатано. Мы ставим 3-литровку и просто прокручиваем ее вот так вот. И потом посмотрим, остаются какие-то следы или нет. Друзья, еще один тест на жаростойкость всех этих материалов. Как будем проверять? У нас для этого есть клеймо, обязательно Петробетон с логотипом, горелка МАП-газ и пирометром мы будем замерять. 200 градусов мы будем делать. Почему? Потому что, предположим, мы кипятим воду. Температура кипения воды у нас 100 градусов, но дно кастрюли нагревается сильнее, и мы как будто бы в запарах сняли кастрюлю и поставили на нашу столешницу. Вот. Единственное, пирометр — это такая вещь, которая недостоверная, поэтому мы будем показывать, что 200 градусов, по факту, скорее всего, там будет больше. Вот. Ну, доподлинно неизвестно. Поехали. И еще один тест, друзья. У нас сегодня много тестов для вас. Значит, на то, как скалывается или не скалывается тот или иной материал, мы будем просто кидать ложку с высоты, молоток с высоты на все материалы. Потом посмотрим, что с ними станет. Поехали сначала с ложки. Давай искать теперь, да? Ну, на граните нет ни хрена. Здесь, блин, тоже хрен победишь еще. Такого вот явного скола нету. А здесь вот есть вот. Тут не найти, да. Стараться не найти. Нету ни хрена. Что повыше может? Вот такой, да? Сантиметров 40. Ничего нету. Ну тут тоже вмятинка небольшая. Ничего не видно, блин. Друзья, что можно сказать по финалу из нашего опыта? Что не бывает идеального материала. У всех есть свои плюсы, свои минусы. Даже самая практичная нержавеющая сталь очень легко царапается и остаются вмятины от того, что какой-то предмет на нее падает, да? Вот. Конечно, самое, так скажем, это все-таки гранит и нержавеющая сталь. Все остальные материалы какие-то пачкаются, какие-то царапаются. Одни пачкаются йодом, другие зеленкой. Поэтому выбирайте тот бетон, который вам по душе. Бережно эксплуатируйте. Если пролили что-то неординарное, лучше сразу вытереть. Не гонитесь за суперпрактичностью, а делайте то, что вам нравится, то, что вам радует глаз. Вот. Счастливо!